Здорово! Сегодня у меня необычный пассажир. Это планетарный миксер Kitford 1328. Расскажу, как я это ремонтировал, стоит ли такое покупать, а если и купили, то что с этим делать. Значит, имеется в хозяйстве вот такой агрегат. Весь такой цельнометаллический, 1,2 киловатта, 8 скоростей, 5-литровая чаша из нержавейки. В общем, совсем как настоящий. Только с самого начала были у него недостатки. Первый – это то, что он грохочет как дурной. Второй – то, что он нагревается также. А третий – самый сок. В процессе работы из редуктора отсюда вот прямо в чашу капало черное масло. Я понимаю, что в выпечку масло добавляют, но не таким же способом. Ни один другой тестомес вам не сделает черный хлеб из белой муки. И постепенно, по мере использования, грохота становилось все больше, а вращения все меньше. И в один прекрасный момент он крутиться вообще перестал. Но грохочет отлично. Жизнь – это боль. Жизнь – это только боль. Так как гарантия закончилась, решил сам посмотреть, что там внутри. Зрелище было впечатляющее. Канала еще не было, поэтому покажу пару фотографий. Первое, что меня встретило внутри – это мука. Она там была вот везде. В двигателе, на щетках, на обмотках, в редукторе, вот на червяке, на шестерне. Мне кажется, если бы специально туда сыпали, то меньше было бы. Просто так спроектировано. Воздухозаборник двигателя сзади никак и ничем не прикрыт вот здесь. Потому если рядом с тестомесом оказалась мука, что странно, конечно, он все подхватит и запузырит ровно дальше в двигатель. И там мука перемешивается со смазкой, ну и фиг с ним. Вращаться оно перестало из-за того, что редуктор встал. Заводская смазка внутри редуктора разложилась и склеила его намертво. Это при том, что его сильно не нагружали. Есть у меня подозрение, как на производстве эту смазку выбирали. Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Я обычно не верю во всякие теории про запланированное устаревание, но тут такое ощущение, что с завода сделали так, чтобы он проработал неделю и накрылся. Весь редуктор в каком-то говне, похожем на незастывшую до конца эпоксидку, из-за нее-то он и не крутится. Если вы где-нибудь у деда в гараже найдете ведро с солитолом 50-летней давности, он и то будет мягче, чем это. Если бы он не был смазан вообще, и то бы работал. Чтобы оно снова начало шевелиться, у меня ушло 2 дня, пакет ветоши, зубная щетка и литр бензина. Это в свое время привело к следующей проблеме. Закаленный червяк на валу двигателя терся по приклеенной пластилиновой шестерне, что привело к огромной выработке. И передача вращения прекратилась. И тут начался поиск этой шестерни длиной в полгода. В сервисном центре сказали, что сейчас посмотрят запчасти в наличии и обязательно перезвонят. Я просто... подожду здесь. Начал искать на маркетплейсах. Была эта шестерня и на Озоне, и на ВБ. И стоила она $70. Пока я переваривал, что они продают сраную пластилиновую шестерню за 200 рублей, она пропала из продажи. Я занялся поиском просто хотя бы похожей шестерни. Это же просто шестеренка, ничего сверхъестественного. Но как-то не получилось, не фартануло. Потом думал, может подобрать от другого миксера. Тоже не получилось. Ради интереса в паре ремонтов бытовой техники спросил, бывают ли запчасти Kitford. Реакция везде была почти одинаковая. Дальше начал искать изготовление шестерен на заказ. Выяснилось, что на сегодняшний день зубонарезные фрезы до нас не доезжают. Почти отчаявшись, я решил всунуть туда моднейшую 3D-печать. На свой принтер я еще не наскреб, поэтому заказал на фирме, занимающейся 3D-печатью. Вместе со сканированием деталей обошлось в $1,000. Мне сразу честно сказали, что стальную она не заменит, а то я не догадывался. Но обещали напечатать из самого матерого нейлона, который есть. Вот она, красавица. Вычищенный пересмазанный редуктор я предварительно прогнал шуруповертом, в конце покажу. Пройдясь пару минут надфилем по посадочному отверстию, я таки ее заколотил куда надо. Залил силиконовой смазкой, обычно для пластиковых шестерен не подходит.
И вот он момент истины. Сколько оно проработает, не знаю, но пока прошел месяц, полет нормальный. Я его пару раз хорошо нагрузил, 3 килограмма фарша вымешивает без проблем. А дальше будет видно. Так как я поменял подшипники и смазку, работать он стал тише и мягче, чем был из коробки. Итак, стоит ли такое покупать? Мое субъективное мнение. Учитывая, что этот аппарат стоит 250-300 баксов, если у вас есть деньги, купите вы что-нибудь получше. Если же у вас грошей мало, полно вариантов абсолютно такого же качества, но за сильно меньшую цену. Пишите в комментариях, чем пользуетесь. А вот что же делать, если у вас уже на кухне стоит такое чудо? Сразу оговорюсь, я свято чту принцип «не трогай то, что работает». Я это видел, я это делал. Тебе это не надо. Но если вы замечаете какие-то шумы, нагрев, какие-то подтеки и так далее, вот вам мои рекомендации, не обязательные к исполнению. Берете его и несете в любой нормальный ремонт, хоть бытовой техники, хоть инструментов, и просите сделать следующее. Полностью разобрать, продуть, поменять подшипники на роторе 1 и 2, вычистить к чертовой матери заводскую смазку из редуктора и положить нормальную. После этого, я думаю, он вам еще послужит. Всегда проще что-то делать до того, как оно поломалось. Подшипники лучше просите самые лучшие. 2 штуки 6900 вас не разорят. Если вам понадобится заказать вот эту шестерню, 3D-модель я оставил. Ссылка на Google Диск в записях канала здесь на YouTube. Уже не надо ни рисовать, ни сканировать. На этом, собственно, и все. Смотрите другие мои видео, подписывайтесь. Всем удачи. Если что еще понадобится, заходи. А сейчас представляю вашему вниманию беспроводной миксер с многоступенчатой регулировкой оборотов на аккумуляторной платформе Makita LXT. Чайники, кофеварки, микроволновки у них уже есть, а вот миксер пришлось самому изобретать.